Похоже, и вам настал час сделать тату. Как объяснить близким, зачем это? Что такое тату? Прежде всего, вы должны понимать, что это модификация. Это некий рисунок на теле, созданный с явным либо скрытым мотивом. Доброго времени суток, спасибо, что подключились. С вами Артем Паршаков, и вы на канале КПД. Сегодня вы узнаете о мотиваторах, которые побуждают набить еще и еще больше тату. Если оглянуться в исторические источники, мифы и легенды, мы сможем обнаружить много различных причин и целей для создания тех или иных тату. Например, те же маги древности и их воины были исписаны магическими татуировками. У каждой из тату был свой смысл. Это могла быть и маркировка у рабов, это и различные ранги, отметины, вроде военных погон. Это и устрашающие образы, слова. Это и зачарованные фразы, которые служат владельцу чем-то вроде якорей для воссоздания прошлого состояния. В общем, татуировки были издавна. Но вот что же сейчас побуждает делать татуировки наших гламурных граждан по всему миру? Как вот вы думаете? Поставьте на паузу и напишите свое мнение в комментариях. Нам будет очень интересно его узнать. Ну а мы продолжаем. Первый блок мотивации, побуждающий сделать тату, это адаптация. Часто бывает, что цель у потребителей тату глубоко личная, но бывает и задутая желанием адаптироваться под окружение, под новых правильных друзей, чтобы продемонстрировать причастность к новому сообществу, клану или группировке. Утягивающее белье, наплечники, создающие каркас, а может и бюстгальтеры, увеличивающие грудь на несколько размеров, диковинные расцветки волос или каблуки, прибавляющие рост. Это, как и тату, является тоже способом адаптации. Это дает человеку возможность адаптироваться к его насущным обстоятельствам вокруг него. Нет смысла презирать или осуждать такого человека. Это всего лишь его способ адаптации. Если вы действительно хотите ему помочь, обучите этого человека более гармоничным, более простым способом адаптации. Если вы, конечно, их знаете сами. Но если сами не знаете, то найдите человека, который точно знает, который уже их задействовал в своей жизни, и обучитесь у него. Потому что в любой деятельности можно оставаться адекватным и здоровым индивидом. Самое главное — быть внимательным к жизни. Тогда вы найдете тот нужный ключ, который поможет вам адаптироваться максимально благоприятно и спокойно. И помните, обычно хороший мастер-татуировщик обязательно вас поинтересуется, готовы ли вы всю жизнь жить со своей татуировкой. Потому что в отличие от любой одежды, макияжа или манеры говорить, тату так просто уже из себя не уберешь. Понадобятся большие усилия, чтобы ее вывести. Поэтому старайтесь соблюдать ответственность в желании набить татуировку. Второй блок мотивации, побуждающий сделать тату, это желание расширения. Когда вы хотите выйти за свои ментальные границы, вы обычно читаете книгу, пьете алкоголь, принимаете наркотики или творите что-нибудь экстравагантное. Когда вы хотите выйти за свои физические границы, вы красите волосы, делаете пирсинг или же тату, либо же используете старый добрый принцип секс. В процессе разворачивания вашего жизненного сценария вы будете испытывать жажду расширения. Старые границы вас ущемляют, поэтому вы хотите выйти за пределы вашей прошлой конфигурации. Как тела, так и ума. Если у вас есть тату, или вы его вот-вот сделаете, прямо сейчас оглянитесь на свой выбор и проследите его причину. Спросите себя, зачем мне тату? Чтобы быть послушным рабом с красивым клеймом на коже? Чтобы другие рабы видели, чей я раб, и завидовали этому? Или, может быть, тату — это для вас способ что-то вечно помнить, кого-то не забывать? В общем, что бы вы ни ответили, помните, что тату — это либо желание расширения, либо способ адаптации. Я бы не советовал заниматься такой формой рефлексии. Во-первых, зачем портить тело? Во-вторых, зачем кого-то или что-то помнить вечно? Зачем создавать на теле какое-то клеймо? Ведь намного проще найти какую-нибудь альтернативу тату для вашего расширения.
А прошлое, если оно тяготит ваше настоящее, стереть вообще полностью из своей памяти. Но если вы все же упертые, и вы 100% пожелали себе сделать тату, или оно у вас уже есть, то чтобы вашим родственникам было проще вас понять, чтобы они безболезненно осознали, зачем вы это с собой сделали, вы должны показать им свой выбор по аналогии с их способами выхода за их границы, по аналогии с их способом расширения. И чем отчетливей вы покажете тождественность их выборов, способов расширения реальности и ваших же выборов нынешних расширений реальности, тем больше будет взаимопонимания между вами. Например, ваши родственники или друзья без тату могут расширяться с помощью секса или выпивки, или могут адаптироваться в своем рабочем или семейном кругу с помощью сигарет. А на этом все. Спасибо, что сегодня были с нами. Если у вас остались какие-то свои вопросы, которые вы хотели бы рассмотреть в этих видео, обязательно присылайте их нам в почту, либо пишите в комментариях. Мы обязательно на них ответим, рассмотрим во всех подробностях и сделаем для вас специальное видео. А также рассмотрите возможность поддержать этот канал, за что мы вам скажем огромное спасибо и будем дальше работать и работать, набирая качество и соблюдая регулярность.